Привет, вовлеченные в звук аудиолюбители. Сегодня я хочу представить вашему вниманию удивительный, на мой взгляд, аудиопродукт. Это наушники Stax Spirit S3. Удивительно в этой всей истории то, что это наушники производства Edifier в содружестве с легендарной, всемирно известной, high-end предельно аудиофильской компанией Stax из Японии. Чистый японец эпохи еще золотой эры аудио. Они изготовляют электростатические наушники много лет, известны этим делом, в этом бизнесе давно. И в 2012 году каким-то невероятным образом мультимедиа-монстр дракон компания Edifier приобрела эту японскую компанию со всеми потрохами и владеют ею по настоящее время. Это, насколько я знаю, первые наушники, которые выпущены по технологиям излучателей электростатических или магнитостатических, как в этом случае, в отличие от наушников на электродинамических преобразователях, то есть динамичках, сколь угодно мелких, крупных, мощных, красивых, многополосных, однополосных, широкополосных. Это первый опыт Edifier именно под брендом Stax, что невероятно важно, потому что это отправляет это изделие далеко-далеко от мультимедиа по рейтингу, в смысле по аудиофильской заинтересованности, по музыкальной ценности, по всем прочим эпитетам, которые можно только себе представить. Европейский Edifier прислал мне на тестирование эти наушники. Их, похоже, что нет еще в продаже, поэтому я не знаю, сколько они стоить будут, но, чтобы вы понимали, Stax стоят ну, кстати, вот я Deutschland сайт открыл, потому что японского сайта уже нету. Когда-то, в былые годы, я был дистрибьютором вместе с Катей, которая ведет на этом канале некоторые видео, как правило, по портативным продуктам. Мы с ней были на пару дистрибьюторами компании Stax в Украине. Бизнес не заладился, проект прогорел, мы избавились от склада и передали дела другим желающим, кто в Украине хотел этим заниматься. Но память осталась, я довольно глубоко в них проник, разбирался. И могу сказать, что эти изделия кардинально отличаются от любых других изделий, и даже не нахваливая их, а просто принципиально. Ну, например, в наушниках Stax многожильный провод и подается высокое напряжение на преобразователи электростатические. Это совершенно необходимо для их работы, без этого никак, поэтому подключать эти наушники Stax, в частности, можно только к усилителям, которые комплектуются вместе с этими наушниками. Что же касается сегодняшней модели, которую мы будем рассматривать, это совершенно адаптированное для базовых потребностей аудиофила изделие. Применяются магнитостаты, технологии, в общем, позаимствованные из высшей линейки Stax, но при этом стоимость наверняка, я думаю, должна быть какая-то лояльная, демократичная и доступная. Ну что ж, давайте вскроем, собственно, этот агрегат, посмотрим, что мне прислали добрые представители Edifier и Stax. Привет, Stax, я так давно вас не видел. Больше ничего нет. Видимо, все здесь, вся ценность, вся основная ценность, видимо, здесь. Давайте я вам попробую показать, как это выглядит. Очевидно, так это будет выглядеть, если вы приобретете нечто подобное в магазине или получите по почте, как я. Ну-ка. Угу. Опа-на. Эх, давайте-ка я поближе вам это все покажу. Тут должна громко играть музыка, бравурная такая, знаете, типа «Взвейте с кострами».
Вот так вот упаковываются аксессуары, в частности, у настоящих стаксов, ну и у этих переемников, ну, назовем это так. Похожая тема. А, это запасные амбушюры. Они, очевидно, оригинальные, поэтому заменить ни на что другое, видимо, не удастся, поэтому это имеет смысл. Ну и Stax Spirit. Напомню, что Spirit есть дух, а Stax это Stax. Так вот ты какой. Edifier. Лэбочка, хайрез и прочее. Ну и вот эта эмблема должна, видимо, олицетворять нечто выше предельно допустимого, предполагаемого. Органы управления. Ну, мы рассмотрим эти наушники более подробно. Я сперва расскажу, что написано о них на сайте, чтобы представить вам все изделия, а потом рассмотрим. Ну, одно сразу могу сказать, что они имеют два интерфейса. Это и Bluetooth, и проводной. Кстати, о проводах. Вот такая вот штучка. Я не знаю для чего. То есть вообще не знаю. Без рулей. То есть. Кабели. Кабели, что там пересвет какой-то опять идет. Сейчас, секундочку, я попробую сделать его меньше. Значит, провода. Кабель, то есть, простите. Мини-джек на мини-джек. USB-C на USB-A. Переходник с 3,5 мм на 6 мм мини-джек. И вот эта штучка для открытия каких-то, видимо, отсеков. Еще не знаю каких. Ну это. И да, и вот S3, паспорта. Видимо, инструкции. Я вам покажу инструкцию крупно. Они у меня есть в электронном виде. Еще пару слов о наушниках. Итак, дужечка покрыта кожзамом или кожей, не знаю, как это правильно. Здесь перечислены сертификаты, которые которым соответствует это изделие. Лейба Hi-Res выдвигается вот таким образом, позначается R и L, то есть правый, левый вот здесь, ну, в обычных местах, как это в наушнике делается. Это ухо складное, вы видите. Это не складное. Left тут. Ну, амбушюры съемные, понятно. Я не буду вас пугать своим изображением в этих наушниках, потому что, чтобы я не говорил, это будет все пустое сотрясание воздуха. А вот одеть их на манекен с ласковым именем Танечка, я его так назвал, и дать вам возможность послушать, я, пожалуй, смогу. Напомню, что это не что иное, как манекен с микрофонами, вставленными в ушные раковины изнутри головы, и выведен интерфейс для подключения к студийной звуковой карте, которая позволит записать довольно с неплохим качеством звучания того, что слышит Танечка. Наверное, так и поступим. Я сейчас расскажу вам, что пишут о этих наушниках на сайте Edifier, а потом будем там послушать, что слышит Танечка. Что ж, давайте посмотрим, что пишут об этих наушниках на сайте Edifier. Итак, на сайте Edifier, ссылку увидите вот здесь, можете, кому интересно, более подробно ознакомиться с этим разделом. Собственно, Stax Spirit S3 описывается. Тут по-английски, чтобы нам легче было с вами читать, просто давайте переведем на русский и посмотрим. Итак, до 80 часов встроенные аккумуляторы позволяют слушать с полного заряда, а если коротко 10 минут зарядить, можно 11 часов воспроизведения, что также очень много.
Кстати, сразу скажу о том, что даже при проводном подключении эти наушники требуют включения питания, что, в общем, не мудрено, потому что используется полнарно-магнитный драйвер, некий излучатель, который требует вот некого фантомного питания. Ну и он обеспечивает заодно high-res звук, высокое разрешение с чистым звучанием и так далее. Но самая современная система микрообработки, множество возможностей эквалайзеров и прочего с помощью приложения Edifier Kona X. И да, это все очень хорошо. Черного цвета только они выпускаются. Погоня за качеством, Stax, мастерство Stax, безусловно. Аудиофильское качество звука. Вот видите, молодой человек счастливый где-то, видимо, в студии что-то пишет, надеюсь, поет. Планарный магнитный драйвер со сверхнизким уровнем искажения, он на самом деле очень низкий, здесь будет это указано, и обеспечено это вот следующим технологией диафрагмы Equal Mass. Это новая технология, уникальная, запатентованная компанией Audis. Мы о ней еще позже вспомним. Audis Fluxor и диафрагма Uniforce. И вот здесь расписано, как это примерно все работает. Кому интересно углубиться в технологические дебри, сможет наверняка найти эту информацию. Это и в патентном поиске есть, и, возможно, на сайте этой самой Audis можно найти тоже. 0,5% это очень мало. Для излучателя любого типа, даже для электродинамического это мало достижимо, допустим, а здесь вот это вот можно себе позволить. И, кстати, звучание действительно отличается таким, очень, как бы чувствуется запас по перегрузке у них, вот это, да, это есть. Более высокое разрешение, более широкий частотный диапазон. Да, частотный диапазон здесь огромный. Многополюсная система, вернее, много магнитов стоит в этой флюксор-системе. Управление фазами этим фазером. Вот смотрите, как это выглядит. Вот они создают равномерное звуковое поле, вот этот самый фазер, а обычные без этой системы поле является собой несколько неоднородную массу. Было бы интересно просканировать это на сканере Клиппеля, но боюсь, что это очень сложная система, я не смогу ее разобрать для того, чтобы действительно посмотреть, как себя ведет эта диафрагма, сколько равномерное поле она создает. Ну, тут подписано, что поддерживается этот high-res аудио от Quantum Snapdragon, что не мудрено, в принципе, и от aptX имеет место быть. Да, кстати, я попробовал эти наушники в режиме гарнитуры, то есть для телефона, для разговоров, еще для чего-то, ну, довольно прилично, конечно. Микрофон расположен в правой чашке при этом. Многоточечное подключение, да, к различным Bluetooth устройствам и переключаться между ними тоже и телефонными звонками. Ну, это управление нынче как бы везде, в любых гарнитурах имеется. Поддерживает несколько аудиокодеков, да, SBC, Qualcomm IPTX. Также значительно расширяет Edifier Connect приложение, возможности этой гарнитуры, но об этом я покажу чуть позже. 8 часов, да. То есть аккумулятора 1500 мАч хватает на целых 80 часов воспроизведения. Тут не очень ясно, это при проводном подключении или при Bluetooth подключении. Но это все равно очень много. Сменные амбушюры, да, вот комплект мы видели в комплекте этих сменных амбушюр. Любым удобным способом, вот проводное подключение таким образом показано. И вот написано, что, собственно, в 2012 году компания Edifier полностью приобрела компанию Stax. Вот о ней написаны некоторые детали, которые, возможно, покажутся интересными для продвинутых аудиолюбителей. Вот Powered by Audis, то есть калифорнийская компания Audis, это ее технология, положена в основу принципов, которые управляют этим излучателем планарным, магнитным, как здесь написано. Из спецификации нам интересно, что тип разъема питания USB-C, источник питания должен обеспечить целых 1,5 ампера. Тут я не очень хорошо понял, зачем так много, ну ладно. Время зарядки 1,5 часа до полного заряда, я так понимаю, частотный диапазон 20 Гц, 40 кГц. Знаете, вообще говоря, наушники Stax, насколько я помню, они имели частотный диапазон 5 Гц, и там, да, куда-то туда, в эти дебри, но эти заявлены поменьше, потому что это все-таки совсем, несколько иная технология.
И вот поддержаны Bluetooth версии 5.2 и аудиокодеки. Видите, целый набор аудиокодеков, протоколы указаны, кому интересно. Многие люди интересуются, что поддерживают, что нет. Чувствительность 94 дБ, вот, ну, как бы средняя такая. Неплохая чувствительность, скажем так, размеры. И вес 329 грамм. Поддержка. Что тут поддержка нам говорит? Мануал. Тут написано, как включать питание. 3 секунды держать вот эту вот кнопку. И выключать тоже. Спаривание тоже также происходит, если первый раз вы подключаете какое-то устройство. Также можно с помощью этой же многофункциональной кнопки распарить пару и подключить какие-то другие устройства. Все это здесь подробно написано. Заранее скажу, что инструкция есть, файл есть и в том числе на русском, на украинском языках. Ну, тут написано, вот как заряжать, в общем, обычные такие вот вещи. Здесь вот управление описано, сколько раз какую кнопку на вот этом. Эти всего 3 кнопочки, многофункциональная такая панель. Как управляться, чего добиваться можно этим, что удерживать и так далее. Replacement, то есть вот эту вот брошюру можно заменить, видимо, как-то так. Я еще не снимал его, не знаю, но как-то, наверное, можно. Хотя с усилием не хотелось бы рвать, но такое дело. Больше информации на вот этом вот сайте. Я погулял в этих ушах по улице, послушал разную музыку. Могу сказать, что звон музыкальной стали они передают достаточно реалистично. Из недостатков, думаю, не все со мной согласятся, но я бы отметил неумеренную максимальную громкость. В юности я злоупотреблял запредельным звуком дома в наушниках, так как никакая другая домашняя АЭС не могла передать ни лязга хард-рок сцены, ни даже плотной стены звука БСО, участником коих я был тогда. В целом, пепел хард-рок класса и сейчас стучит в моем сердце, но актуальность, конечно, уже не та. Так вот, эти стаксы не достают до желаемого мною максимума. Кстати, о потерях слуха от высокой громкости музыки. Видимо, это индивидуально, потому что я этих потерь не имею, судя по результатам аудиометрии, проведенной не так давно. Возрастные изменения, то есть потери чувствительности слуха в области высоких частот, происходят очень медленно. Занимает несколько десятилетий, поэтому для нас незаметно и на восприятие музыки не влияет. Мы по-прежнему ценим тарелочки, звон и прочие эффекты. Баланс звучания для стариков такой же, как и прежде, например, звук прихода поезда в метро. Деградация слуха, как и другие возрастные потери, происходит у всех по-разному. Кто-то уже в 30 лет теряет слух, причем фатально, а кто-то и в 80 слышит как в зрелости. То есть для нас также ценен высокочастотный диапазон, как и в ранней юности. Просто мы слышим его не так, как слышит подросток. Кстати, стандартная тональная аудиометрия проводится в диапазоне от 125 Гц до 8 кГц, только что, впрочем, соответствует кривым от Bell Labs и не может характеризовать потери на высоких частотах. Но это я отвлекся на объяснение важности высокочастотного диапазона для восприятия музыки, а стаксы именно этим и славны. Эта вся технология направлена именно на кристальное отображение СЧ и ВЧ диапазона. Может, кому-то интересно. Давайте-ка я покажу, как эти наушники управляются приложением Modifier Kona EX на своем айфоне. Давайте откроем приложение и сразу попадаем в управление наушниками Stax Spirit S3. Подключение по Bluetooth не вызвало никаких проблем, поэтому они сразу загрузились. Все загрузилось здесь. Звук не воспроизводится. Я сейчас хочу вам показать принципиально, что это умеет. Приложение. Вот есть некая настройка амбушюр. Вот с охлаждающей сеткой и кожаная амбушюра, которые у меня стоят в данный момент. Тут есть справка на русском языке, как вы видите, все можно почитать. Звуковые эффекты. Можно выбрать пресеты. Hi-Fi и Stax эффект, который у меня стоит сейчас выбран. Мне просто интересно было. Но, между прочим, каждый из них интересно звучит, и я не смог выбрать, который мне нравится больше, хотя я еще немного времени провел. Ну, игровой режим тоже можно включить-выключить. Это нужно игроманам, мне это не нужно, я ничего нового по этому поводу сказать не могу. Вот приложение, что еще показывает. Устройство, MAC-адрес, встроенное в версию программного обеспечения. Есть руководство пользователя довольно подробное.
Настройки управления. Вот можно описание, какие функции, каким клавишам назначены, есть голосовой помощник и так далее. Громкость уведомления тоже есть. Не хочу удалять ничего. Выключение питания тоже не хочу делать. Настройки Bluetooth. Ну вот, можно его отключить, можно повторно сопрягать и так далее. И ну, и сброс к заводским настройкам тоже здесь имеется. Что еще здесь есть? Вот представляется это. Кстати, вы видите, 82% аккумулятора жило сейчас. Здесь звук не воспроизводится. Ладно, вход в систему. Можно выйти в систему. Это если зарегистрироваться. И я просто этого не делал, мне это не нужно. Но там еще ряд дополнительных функций возникает. Файл звуковых эффектов. То есть вот что можно делать? Вот по умолчанию можно задать свои какие-то данные, что мы видим здесь. На частотах 62 Гц, внизу вы видите 250 тысяч 4 кГц, есть регуляторы, то есть такой параметрик себе стоит в нулях. И выбирается добротность 0,7, классика тоже, естественно. Ну, есть больше эффектов, которые можно поделиться, удалить, добавить и так далее. Совместимое устройство, тут можем увидеть список колонок, естественно, ID-FAR, которое поддерживает это приложение, с которым оно работает. Здоровья у меня тут ничего нет, потому что я не регистрировался просто. И о компании тоже подробно можно почитать о компании. Возможно, там что-то будет и о Stax. Но, хотя маловероятно, это единственная модель, которая здесь присутствует от компании Stax. Вот такие вот дела, дорогие мои. Сейчас я одену Stax на Танечку и дам вам послушать, как они звучат. Напомню, там стоят микрофоны с линейным предом. То есть никакой коррекции Хармана, например, там не будет, и вы услышите довольно странный звук. Окей, давайте напомню об этой кривой. Кривая Хармана – это идеальная чеха наушников, разработанная в результате исследований, чтобы обеспечить тонально сбалансированное и приятное для большинства людей звучание. Обычно выглядит вот так. Но для каждой модели есть уточнение. Для этого открываем сайт вот этот, вы видите его название здесь. Здесь выбираем модель наших наушников. Собственно, мы можем ввести, что мы имеем. Stax. Сразу увидим, что есть, пожалуйста. С текстильным AirPod'ом и кожаным. У меня кожаное, поэтому выбираем его. И вот мы видим, что должно получиться, какая кривая. Вот target, то есть в итоге должна получиться вот эта вот синяя кривая для обеспечения наиболее комфортного звучания наших наушников. Вон есть уровень ошибки и так далее, можете ознакомиться. Здесь можно предпринять какие-то действия, выбрать приложение, в котором вы собираетесь использовать эту кривую и, возможно, внести какие-то коррекции в звучание ваших телефонов. Итак, слушаем барабаны. Нравится? А теперь послушаем мой старый набор треков. А я прощаюсь с вами. До следующих встреч. Пишите, что вы думаете об этих наушниках, о брендировании продукции японской компании Stax, китайской компании Edifier или канадской компании Edifier. Как правильно, я даже не знаю.
Пишите свое мнение, интересны ли вам эти обзоры наушников, что вы думаете об этом звучании без той самой коррекции Хармана, имеет ли это смысл. И auf Wiedersehen, дорогие мои, до следующих встреч, следующих обзоров.